Приветствую всех зрителей, слушателей и читателей. Сегодня пойдет диалог на тему «Обратная сторона спорта». Сказать по правде, этот выпуск получится лишь потому, что однажды мне написал личным сообщением в ВК один из моих подписчиков. Мы разговорились на тему спорта, и он сказал дословно, что ты в своих видео советуешь, что занимайтесь спортом. Лучше, на мой взгляд, советовать заниматься именно физической культурой. Разница в том, что спорт это как профессия, а физическая культура это когда человек занимается сам для себя, для своего здоровья. В этот момент у меня произошел инсайт. Ведь действительно спорт это достаточно неоднозначное место. Временами мне писали личными сообщениями и про околохимию, и про наркоманию, алкоголизм в спорте. Задавали вопросы по типу, а что случается с спортсменами, которые в процессе жизни получили профессиональные травмы, и так далее, и тому подобное. В данном видео я попытаюсь охватить большую часть данных вопросов. Сначала, конечно, вот именно в этом видео я оговорю сначала так называемые профессиональные болячки. И потом уже в дальнейшем будет следующий блок под названием околохимия, наркомания и алкоголизм в спорте. Ну а потом уже, собственно, и сам вопрос, а что же дальше ждет спортсменов, если они, например, получили профессиональные травмы, ну и так далее и тому подобное. Итак, также хочу сказать, что я не хочу, чтобы у слушателей, читателей, зрителей сложилось ложное представление, что я якобы против спорта. Нет, это не так. Все сказанное мною в этой теме, это будет мое сугубо личное мнение, которое может быть и неверным, но вы о нем узнаете. Многие в моем окружении любят говорить, что спорт сделает тебя крепче, или лучше тягать железо в зале, чем пить водку на улице. Так и есть, но такие люди забывали сделать серьезный акцент на том, что занятие спортом должно быть как вспомогательный элемент. Некоторые люди хотели становиться профессиональными спортсменами и в итоге попадали в минус замедленного действия. Эта ловушка не сразу взрывалась, но оно в итоге взрывалось и очень мощно, даже через достаточно большое количество времени. Первое, о чем бы я хотел сделать акцент, это профессиональные заболевания, которые начинают вести к инвалидности или даже к смерти. Представьте себе спортсмена, который годами оттачивает свое спортивное мастерство. Такой человек должен быть выносливее, сильнее, однако в итоге получается как раз таки тот самый взрыв в лице профессиональных заболеваний. Если начать разговор не с агрессивных видов спорта, ну, например, давайте начнем, какие бывают профессиональные заболевания у профессиональных высотников, альпинистов, скалолазов, у профессиональных биатлонистов. Они получают термические повреждения холодом или теплом, травмы связок, сухожилий, хрящей, вот таких проблем с костями, переломы, растяжения, разрывы, вывихи и так далее. Заболевания со стороны пищеварительной системы, язвы желудка, воспаление, нарушение функции кишечника, желчекаменная болезнь. Также недостаток кислорода на большой высоте ведет к так называемой горной высотной болезни. Сюда можно еще добавить инфекционный моноклюоз, ОРЗ, ОРВИ. Заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы – это повышенное давление, гипоксия миокарда, нарушение ритма по типу тахиаритмия, заболевания, связанные с перепадами атмосферного давления по типу кровотечения из носовой полости, желудка, легочное кровотечение, ну и так далее. Заболевания со стороны органов дыхания, воспаление бронхов, пневмонии, различные ларингиты, гаймориты, фронтиты. А у биатлонистов одно из профессиональных заболеваний – это бронхиальная астма. Бронхиальная астма, причина возникновения, особенно у биатлонистов, как правило, это тяжелые физические нагрузки, занятия спортом, нагрузки на улице в сухую холодную погоду зимой или осенью, пробежка с собакой за транспортом. От этого появляется, естественно, кашель, который возникает в условиях пониженной влажности и при невысокой температуре окружающего воздуха. После активных физических действий, бег, тренажеры, прыжки в течение 10 минут у людей, страдающих заболеванием, наблюдается бронхоспазм, который появляется в виде удушья, приступов кашля и одышки. Симптомы возникают из-за резкого сужения просветов в бронхах. И проходит это ощущение в течение 40-50 минут после завершения упражнений. Но, как правило,
болячка есть именно у биатлонистов, спортсменов, так как они постоянно занимаются физическими нагрузками в холоде, где-нибудь, предположим, в горах, там в сухую погоду. Я сейчас буду называть имена и фамилии спортсменов. Очень извиняюсь, если я неправильно поставлю ударение. Так вот, если вспоминать знаменитых спортсменов, у которых была бронхиальная астма как профессиональная болезнь, то это Мариат Бьорген, или Тур Арне Хетланд, или Тура Бергер, или Рони Хафсос. Из постсоветского пространства можно вспомнить таких спортсменов, как Алексей Анатольевич Волков или Наталья Владимировна Гусева. Или если вспомнить биатлонистку Алину Якимкину, которая даже умерла в 2015 году во время спортивных соревнований из-за остановки сердца. Алине Якимкиной было 21 год. Если говорить про профессиональные заболевания из легкой атлетики, а именно различные бегуны, то при перегрузках икроножных мышц возникает тендит голеностопного сустава, синдром как колено бегуна. Проще говоря, это острая боль в колене из-за недостаточности в коленном суставе синовиальной жидкости или из-за травмы смещения коленной чашечки или из-за вывиха коленной чашечки по причине неправильного разгибания колена. Или стоит вспомнить такой синдром, как подвздошно-большеберцовой фасции по анатомическим причинам, как U-образная форма ног или индивидуальная особенность ротации голени при ходьбе. При сильном отталкивании ног от земли в момент рывка возникает фасцит толстого сухожилия подошвенной части стопы. Также травмы вследствие нарушения техники безопасности, плохие беговые покрытия. Это все влечет различные травмы. Например, повреждение сухожилий, повреждение мышечных волокон икр и мышц бедер, различные переломы, трещины костей голени, повреждение костей стопы из-за падений. Например, если вспомнить такого футболиста, как футболист Юрий Тишков, Динамо, Москва. Получив во время футбольного матча перелом малоберцовой кости, о карьере нападающего футболиста пришлось забыть, и данный спортсмен стал в итоге знаменитым комментатором. Сюда можно также добавить спортсмена, у которого есть астма. Например, такой астматик был рекордсмен мира и олимпийским чемпионом в марафоне. Звали его как Хайли Гебрасселаси из Эфиопии. Также в его биографии были травмы ахиллова сухожилия. Также можно вспомнить такого бегуна, как Кенениса Бекеле, который 23 января 2015 года принял участие в дубайском марафоне, однако сошел с дистанции на 30-м километре дистанции из-за травмы ахиллового сухожилия на правой ноге. В последние годы выступает редко из-за спортивных травм. Или вспомнить такого бегуна, как Абебе Бекила, эфиопский марафонец, получивший широкую известность победой в олимпийском марафоне в 1960 году, всю дистанцию которого он преодолел босиком. На играх в 1968 году Бекила сошел на 17-м километре марафонского забега из-за травмы левого колена. Стоит также в разделе бегунов упомянуть и бегающих футболистов. У футболистов практически все то же самое, что у бегунов. Можно еще добавить и переломы рук и сотрясение головного мозга. Также стоит отметить, что было очень много футболистов, умерших из-за проблем с сердцем. Ну, например, это такие футболисты, как Кевин Картер. Родился он 14 ноября в 1983 году, умер 28 февраля 2014 году. Это был тринидадский футболист, нападающий. 8 февраля 2014 года после тренировки с командой своего клуба футболист пожаловался на боли в груди. Вследствие этого он был доставлен в больницу, где умер. Вероятной причиной смерти Картера послужил инфаркт. Или вспомнить такого футболиста, как Патрик Экенг. 6 мая 2016 года знаменитый футболист на 63-й минуте потерял сознание. Сразу же доставлен в больницу, в итоге все равно он умер. Причиной смерти стал кардиогенный шок, в результате которого было нарушено общее кровообращение. Пьер Марио Морозини. 14.04.2012 во время матча данный футболист потерял сознание. В машине скорой помощи спортсмен приходил в себя, но все-таки умер. На вскрытии патанатами выявили 3 инфаркта миокарда. Далее футболист Антонино Хосе Пуэрто Перес. 27 августа 2007 года во время матча
с Хетафе в первом туре чемпионата Испании 2007-2008 Антонина стало плохо с сердцем. Антонина смог сам покинуть поле, но в раздевалке с ним случился еще один приступ, после чего он был немедленно доставлен в одну из больниц Севильи. В больнице его состояние не улучшалось. 28 августа в 14:30 по местному времени Антонина Пуэрте скончался, ему было всего 22 года. Арна Схаб. В 2004 году данный футболист упал на поле и потерял сознание. Попытка привести его сердце в работу оказалась тщетным. Умер в машине скорой помощи. Алик Пайку. После удара по мячу футболист рухнул на поле и умер. Причиной смерти стал инфаркт. Или Наоки Мацуда скончался в больнице после сердечного приступа во время тренировки. Это еще не полный список умерших футболистов, который можно дальше продолжать и продолжать. Если говорить про такое ответвление в спорте, как акробатика и спортивная гимнастика. Спортивная гимнастика – это такой вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах, вольных упражнениях и в опорных прыжках. В современной программе гимнастического многоборья для женщин на брусьях разной высоты, бревне, в опорных прыжках, вольных упражнениях, для мужчин в вольных упражнениях, опорных прыжках, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине. Профессиональные заболевания – это различные растяжения, заболевания костей и суставов, особенно суставы коленные, локтевые и голеностопные. Также у данных спортсменов развиваются деформирующие артрозы, различные остеохондропатии и хондромаляции. Также возникает хроническое поражение капсульно-связочного аппарата. Также данные спортсмены страдают различными заболеваниями позвоночника по типу соскальзывания тела одного позвонка с другого, по-медицинскому это называется как спондилолистез. Перелом дуги позвонка, оно еще называется как спондилолиз. Компенсаторные переломы, повреждения замыкательных пластинок тел позвонков и межпозвоночных дисков. История знает достаточно много примеров спортсменов из спортивной гимнастики, которые на всю жизнь остались инвалидами в результате полученных травм. Ронни Зисмер. В 2004 году во время Олимпиады данный спортсмен совершил двойное сальто и неудачно упал, сломав шейные позвонки. В итоге руки и ноги спортсмена оказались обездвижены, но благодаря медицине и усиленной работой самого спортсмена вроде как чувствительность рук стала появляться, однако спортсмен все так же прикован к инвалидной коляске. Сергей Погиба является обладателем Кубка мира по спортивной акробатике. В 1992 году во время чемпионата страны неудачно приземлился на голову, в итоге сломал себе шею, шейный позвонок. В итоге данный спортсмен стал частично обездвижена нижняя часть туловища. Далее Александра Маринеско, румынская гимнастка, которая к 15 годам получила статус чемпионки Олимпиады в Атланте. Также получила на соревнованиях серьезную травму позвоночника. Чтобы не остаться парализованной полностью, ей пришлось уйти из спорта. Принеся 3 сложнейших операции, она не осталась полностью парализованной, но является инвалидом. Джулиса Дан Гомес. Родилась она 4 ноября в 1972 году, а умерла 8 августа в 1991 году. Была очень талантливой американской гимнасткой. В 1988 году во время выступления упала и получила травму, из-за которого развился паралич. Ее доставили в больницу, где по технической неисправности отключился аппарат искусственного дыхания, и часть мозга умерла от гипоксии. И данная спортсменка стала овощем уже не только в физическом, но уже и в умственном смысле. Родственники о ней заботились еще 3 года, после спортсменка умерла из-за инфекционной болезни. Ей было 18 лет. Далее спортсменка Елена Вячеславовна Мухина. Родилась она 1 июня в 60 году в Москве, в СССР. Умерла она 22 декабря в 2006 году. Это была советская гимнастка, с 5 лет стала заниматься спортивной гимнастикой, заслуженный мастер спорта СССР, абсолютная чемпионка СССР по спортивной гимнастике в 1979 году, чемпионка в упражнениях на брусьях в 1978 и в 1979 и в вольных упражнениях в 1977, чемпионка Европы в упражнениях на брусьях также в 1977 и в 1979. В бревне в 1977 году и в вольных упражнениях также в 1977, обладательница серебряной медали в многоборье
1977 году и в вольных упражнениях в 1979 году, бронзовый в опорных прыжках в 1977 году, чемпионка мира в 1978 году, чемпионка в командном составе в 1978 году и в вольных упражнениях в 1975 году, серебряный призер в упражнениях на брусьях в 1979 году и на бревне в 1978 году. То есть, как видите, у нее было очень много различных, как говорится, достижений, наград, ну и тому подобное. Ну так вот, в 1980 году в Минске во время подготовки к летним Олимпийским играм Мухина получила тяжелейшую травму позвоночника. В своей жизни она перенесла множество операций, но осталась также парализованной. Из-за сильных нагрузок, по которым спортсменка пыталась восстановить свою чувствительность, начали отказывать почки. Все же через несколько лет после травмы она смогла сидеть в кресле, самостоятельно держать ложку, немного писать. Окончила институт физкультуры. Скончалась она 22 декабря 2006 года в Москве от сердечной недостаточности. Следующие в нашем списке это пловцы. Какие у пловцов хронические болячки? Естественно, это различные баротравмы из разности давления при нырянии в глубину и как следствие повреждения слуховой перепонки, различные воспаления из-за инфекционной болезни уха и носовых пазух, в которые попадает вода, или, например, инфекционный отит. Это воспаление в ухе, которое появляется нарушением слуха, выделением гноя из слухового прохода, или гаймориты, или хронические синуситы. Бывают различные грибковые слуховые инфекции, оно называется как атомикоз. Говоря о пловцах, которые в результате травм были вынуждены уйти из спорта, было бы, на мой взгляд, большим преступлением не рассказать про такого великого спортсмена по имени Шаварш Владимирович Карапетян. Родился данный человек 19 мая в 1953 году в Андозор, Армянская ССР в СССР. Советский спортсмен в дисциплине подводное плавание, 11-кратный рекордсмен мира, 13-кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР в 1982 году, почетный президент Российской ассоциации подводного плавания, награжден орденом «Знак почета», а также почетным знаком Международного комитета за честную игру. 8 января 1974 года Шавараш Карапетян возвращался на автобус со спортивной базы Цахкадзор в Ереван. В автобусе в тот момент находился около 13 пассажиров, включая спортсменов. На крутом подъеме водитель заметил неполадки в работе мотора, остановил автобус и вышел из салона. В этот же момент неуправляемый автобус покатился вниз со склона. Первым отсутствие водителя заметил вот этот вот пловец Шаварш, который сидел ближе всех к кабине шофера. В попытке остановить автобус и избежать падения в ущелье, он локтем разбил стеклянную стенку, отделявшую кабину от салона, дотянулся до руля и резко направил автобус в сторону горы. Карапетян, отвечая на вопрос, как ему это удалось, сказал: «Просто я был ближе всех». Но это еще не все. 6 сентября 1976 года Шаварш Карапетян с братом и другом они совершали утреннюю пробежку. Случайно они оказались на месте падения троллейбуса в Ереванское водохранилище. Карапетян принялся спасать людей из воды. Он передавал брату спасенных людей, а брат на лодку, из лодки в машину. На глубине 10 метров при нулевой видимости Шаварш разбил ногами заднее окно троллейбуса и вытащил 46 пассажиров из 92. 20 из них удалось вернуть даже к жизни. Пассажиров без сознания доставляли в больницу. В один из заходов на глубину Шаварш понял, что вытащил не человека, а подушку от сиденья троллейбуса. По его словам, эта подушка часто потом ему снилась ночами, так как он мог спасти жизнь еще одному человеку. Тело Карапетяна было изрезано осколками разбитого окна, а после спасательных работ Карапетян тяжело заболел пневмонией, которая осложнилась сепсисом. Температура держалась на уровне 40 градусов, и в больницу он провел 45 суток. После воспаления легких, в легких, как говорится, образовались спайки, и каждый глубокий вдох спортсмену давался с трудом, так как на высоте вдоха спайки натягивались, вызывая боль и удушающий кашель. Выздоровев после этих событий, 16 сентября 1976 года Карапетян вернулся к тренировкам и в 1977 году установил еще один мировой рекорд в плавании с аквалангом на дистанции 400 метров, 3 минуты 6,3 секунды. Продолжить спортивную карьеру он уже не смог из-за осложнения травм.
Шаваш Владимирович Карапетян вынужден был оставить большой спорт и позже работал директором юношеской школы. Но это еще не все подвиги данного спортсмена. 15 февраля 1985 года Карапетян стал участником спасения людей на пожаре в спортивно-концертном комплексе в Ереване на холме Цицер-Накаберт. Карапетян оказался на месте возгорания одним из первых и принялся помогать пожарным. В ходе операции по спасению он получил травмы и ожоги. Естественно, в спорте плавания были и те спортсмены, которые погибали или в момент тренировок, или в процессе соревнований. Михаил Мухадинов. Данный спортсмен подавал большие надежды, у него даже было звание мастер спорта и спортивные награды. В 2018 году спортсмен во время соревнования пошел ко дну. В СМИ было две версии – сердечный приступ и бронхоспазм. Фрэнсис Френ Криппен. Родился он 17 апреля в 1984 году, а умер 23 октября 2010 года. Это был американский пловец на длинные дистанции. Большую часть своей карьеры провел в бассейне, но в 2006 году перешел на открытую воду, где снискал немалый успех. В международных соревнованиях Криппен завоевал 7 медалей, 5 из которых были получены им за победы в открытой воде и 2 за победы в бассейне. Криппен умер во время соревнования в Объединенных Арабских Эмиратах. В докладе Международной Федерации плавания делается вывод о том, что Криппен, возможно, умер от сердечного приступа и неконтролируемой астмы в неблагоприятных экологических условиях гонки. Фрэнсису Криппену было всего 26 лет. Хочу отметить, что я рассматривал только часть неагрессивных видов спорта. Сейчас же я хочу сделать акцент уже на агрессивные виды спорта с полным физическим контактом, где разрешены удары в голову и в корпус. В агрессивных видах спорта, когда спортсмены получают удары в голову, то такие получают также разнообразные травмы, различные переломы лицевых костей, сотрясение головного мозга, различные инсульты и кровоизлияния, нарушение функции зрения и слуха по причине полученных травм. Есть даже много случаев, когда спортсмены умирали во время боя на ринге. Например, был такой спортсмен, которого звали как Эдвард Сандерс. Уже в 20-летнем возрасте Сандерс установил несколько рекордов. Во-первых, Эд стал первым в истории чернокожим золотым медалистом Олимпийских игр в тяжелом весе. Во-вторых, на Олимпиаде в 1952 году, которая проходила в Хельсинки, Сандерс победил всех своих соперников досрочно. Кто знает, каких еще высот мог бы достичь этот амбициозный боксер, если бы его не 9-й по счету профи-бой. За несколько дней до поединка, который состоялся 11 декабря 1954 году, Сандерс жаловался тренеру на головные боли, но пересилив себя, все же вышел на ринг. Невзирая ни на что, спортсмен продержался на ринге 10 раундов, результативно пытаясь нокаутировать своего оппонента Вилли Джеймса. 11-й раунд для Сандерса стал последним в его жизни. Приняв несколько ударов от соперника, Эд неожиданно для всех отправился на канвас. Спортсмена молниеносно доставили в больницу, где он перенес операцию на головном мозге. Утром боксера не стало. Врачам удалось установить, что травма головы у Сандерса была еще до последнего выхода на ринг, а в 11-м раунде случилось кровоизлияние в мозг, спровоцированное ударами. Альберт Сидни Лоу. Родился он 31 мая 1912 году, а умер он 23 октября в 1933 году. Это был новозеландский боксер, представитель средних и полусредних весовых категорий, выступал за сборную Новой Зеландии по боксу в начале 30-х годов, двукратный победитель национального первенства, участник летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. В 1933 году также выступал среди профессионалов, владел титулом чемпиона Новой Зеландии, но в возрасте 21 года скончался от травмы, полученной на ринге. Бенни Кит Парретт. Кубинский профессиональный боксер в полусреднем весе, который дважды становился чемпионом мира в полусреднем весе 27 мая 1960 году по 1 апреля 1961 года и 30 сентября 1961 года по 24 марта 1962 года. За время своей профессиональной карьеры провел 50 поединков и в 35 из которых победил, 10 нокаутов, 12 проиграл и 3 окончилось в ничью.
получил широкую известность благодаря третьему поединку против Эмиля Гриффита, в 12-м раунде которого Бенни пропустил 29 ударов подряд в голову, что привело к смерти через несколько дней после боя. Трагическое эхо этого поединка звучало еще долго. Робби Гольдштейн, рефери последнего боя Баррета, был обвинен в несвоевременной остановке поединка и больше никогда не выходил на ринг. Скандал развернулся вокруг прямой трансляции боя. К такой жестокости американское общество оказалось не готово. В связи с этим прямую трансляцию боксерских поединков на телеканалах США запретили на 10 лет. Оскар Гонсалес Арайга, мексиканский боксер-профессионал, выступал во второй легчайшей и полулегкой весовых категориях в период с 2007 года по 2014 год. Владел титулом молодежного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета, титулом чемпиона национального боксерского чемпионата Соединенных Штатов ВБС. Был претендентом на титул серебряного латинского чемпиона ВБС. В феврале 2014 года в Мехико состоялся его бой, и на кону стоял титул серебряного латинского чемпиона ВБС в полулегкой весовой категории. Поединок транслировался в прямом эфире на всю Мексику и Латинскую Америку каналом телевиза. Гонсалес считался безоговорочным фаворитом, однако в 10-м раунде 12-раундового боя соперник отправил его в тяжелейший нокаут, в результате чего тот получил сотрясение мозга, сразу же впал в состояние комы и был госпитализирован в ближайшую больницу. Спустя 2 дня, это случилось 3 февраля, он скончался от полученной травмы. На тот момент ему было всего лишь 23 года. Данный боксер был женат на Магали Авалас, детей у них не было. Если вспоминать спортсменов из постсоветского пространства, можно вспомнить такого спортсмена, как Роман Николаевич Симаков. Родился он 28 марта в 1984 году в Кемерово, а умер он 8 декабря 2011 году в Екатеринбурге. Российский боксер, чемпион Азии по версии ВБС, мастер спорта России по боксу. В последнем бою на ринге Роман пропустил очень много сильных ударов. На 58-й секунде 7-го раунда Роман упал, рефери остановил бой. Роман встал, но тут же у него подкосились ноги. Он успел ухватиться за канаты. Через несколько секунд 27-летний боксер потерял сознание. С ринга его унесли на носилках и срочно доставили в центральную городскую больницу номер 24 города Екатеринбурга. Как выяснилось, в больнице Роман впал в кому. По предварительным данным, причиной смерти являлась тяжелая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Есть, конечно, случаи, когда спортсмены из агрессивных видов спорта не умирали из-за полученных травм головы. Но давайте предположим, что спортсмен получил физическое поражение в голову, например, тот же самый бокс, и такой спортсмен остался в живых. И вот тут тоже получается в итоге вещь неоднозначная. Я не решу, что страшнее, когда человек получил травму головы и сразу умер, или когда человек получил травму головы и физически выжил, а умственно стал сравнительно быстро умирать. Есть же поговорка, что когда Бог хочет наказать, он отбирает у человека разум. Или поговорка «тяжело быть тупым, особенно когда ты это понимаешь». К чему я клоню? Есть много психиатрических болезней, когда человек, например, глупеет, и жить с таким родственником окружающие уже просто не могут. В итоге родственники таких пациентов отчаиваются, так как пытаются взаимодействовать с этим человеком как раньше, а как раньше не получается. Они многие способы находят, по-хорошему, уговорами, убеждениями, по-плохому, попросту избивая, например, своих таких родственников, пытаясь дрессировать как животных по типу пряник-кнут. Но это тоже не приносит никакого результата. И такие уже родственники говорят своим родственникам, например, старушкам-матерям, которые, например, в деменции, они им говорят по типу «лучше бы ты умерла». Или такие пытаются в итоге сдать таких стариков в интернаты для стариков, или просто пытаются сдать в психдома. И одно дело, когда такое происходит к старости. И большая часть жизни такие пациенты прожили в трезвом уме и ясной памяти. И совершенно другое дело, когда такие же нарушения в психике наступают в молодости или в зрелости. Как раз таки этих в том числе и спортсменов. Какие могут быть в отдаленном будущем последствия после черепно-мозговых травм?
Это могут быть различные изменения личности, он же личностный дефект. Это когда идет полное изменение личностных черт человека по причине патологического процесса. Там изменение темперамента, утрата способностей, смещение мировоззрения, в убеждении, изменение иерархии, мотивов, ну и так далее. Самый яркий пример подобного личностного дефекта можно наблюдать при психоорганическом синдроме. Я признаю тот факт, что психоорганический синдром может быть и впоследствии алкоголизма, и из-за инфекционных процессов, из-за сосудистой недостаточности мозга, или из-за онкологии мозга, или из-за аутоиммунных заболеваний, или из-за эндокринопатий, но также весомой причиной являются в том числе и черепно-мозговые травмы. В легких случаях это так называемый астенический вариант психоорганического синдрома, который проявляется повышенной физической и умственной истощаемостью, аффективной лобильностью, ослаблением инициативы, ну и также существует эксплозивный вариант психоорганического синдрома. Для таких характерна взрывчатость, раздражительность, агрессия, при которых есть незначительные дисмнестические нарушения. Дисмнестические нарушения – это когда человек, например, забывает слова, номера домашних телефонов, забывает адресы своего проживания, забывает имена близких людей и родственников, ну и так далее. Ну и попутно идет снижение адаптации. Такой эксплозивный вариант психоорганического синдрома также еще характерен и для алкоголиков. Также еще существует эйфорический вариант психоорганического синдрома. При этом идет повышенное настроение с инфантилизмом, с резким снижением критики и интеллекта. Такие пациенты временами также выдают вспышки агрессии с гневливостью. Существует еще апатический вариант психоорганического синдрома. Для таких пациентов характерно полное безразличие к окружающим и безразличие к своей жизни, резкое снижение круга интересов, интеллектуально-мистические такие пациенты тоже снижены. Если говорить про другие патологии, то черепно-мозговые травмы могут обернуться той же энцефалопатией, например, травматическая энцефалопатия. Самые частые симптомы энцефалопатии – это шум в голове, головокружение, расстройство памяти и сознания, отсутствие инициативы, депрессия, мысли о суициде. Помимо истерических расстройств и взрывчатостью, такие люди легко агрессируют, буквально достаточно мимолетного импульса для физического нападения со стороны таких пациентов. Происходит также интеллектуально-мистическое снижение. Также у таких людей с энцефалопатией появляются различные припадки, пароксизмальный синдром. И чаще бывают абсансы, малые припадки, дисфории, вегетососудистые приступы. После припадков у таких пациентов появляется сумеречное помрачнение сознания. После сотрясений бывают в отдаленном будущем различные травматические психозы. Такие психозы возникают или при повторном сотрясении, или при интоксикации алкоголем, или при инфекции, менингит. В таких случаях бывают два вида психоза. Это аффективные психозы и галлюцинаторно-бредовые психозы. Аффективные психозы могут произойти через 10-20 лет после черепно-мозговой травмы, и возникают такие психозы стремительно после спусковых факторов, например, легкие травмы головы, нетяжелые инфекции, ну и так далее. Данный психоз может длиться от 3 до 4 месяцев. Аффективный психоз может идти по типу депрессии, то есть сниженное настроение, гневливость с отчаянием, а также аффективный психоз может проходить по типу мании, то есть повышенное настроение со склонностью к вспышкам агрессии, склонность к сутяжничеству, ну и тому подобное. Что касаемо галлюцинаторно-бредовых психозов, они наблюдаются у пациентов с ЧМТ, которые перенесли черепно-мозговую травму или тяжелую степень, или средней степени тяжести. Данный бред всегда отличается конкретностью переживаний, например, подозрения в ревности и тому подобное. Когда вторая половина, например, якобы изменяет, и пациент в этом полностью убежден, и переубедить его никак не представляется возможным. Также хочу рассказать про относительно редкое последствие черепно-мозговых травм по типу тяжелых контузий или тяжелые контузии с переломом основания черепа или открытая травма головы. И вот это все может привести к такой патологии, как травматическое слабоумие. Некоторые называют это также деменцией. Слабоумие развивается по типу дисмнестического. Такие пациенты вялые, для них характерна аспонтанность, это отсутствие побуждения к двигательной деятельности, к речевой, психической, к другим видам деятельности, слабодушие или эйфория с короткими вспышками раздражения.
Бывают также так называемые отдаленные последствия черепно-мозговых травм, и носят они название как травматическая астения, ну или еще называют как церебростения. Такие люди плохо переносят жару, жалуются на головную боль, головокружение. У таких проблемы в проезде на общественном транспорте, быстрое утомление, затруднения в переключении с одного вида деятельности на другой вид деятельности, например, это называется как ригидность мышления. Подытоживая данный блок аргументов, мне хочется вспомнить одну шутку, которую я случайно нашел в одном из медицинских пабликов. Звучала она так. 4 года назад, в конце апреля, попал я в больницу с очень осложненным переломом. А сам я пауэрлифтер, 18 лет от роду тогда был. Спустя пару дней ко мне в палату кладут парня 17 лет, борца, с множественными трещинами в позвонках. Ну а через неделю к нам подселили 19-летнего футболиста с разрывом мениска. И у всех травмы во время тренировок. Понедельник, утро, обход, заведующий травматологического отделения вводит студентов по отделению, показывает различные травмы и спрашивает у студентов их мнение. Заходя к нам в палату, заведующий отделением говорит: а здесь у нас лежат рухнувшие надежды на удачное выступление на Олимпиаде. Таких примеров очень много, но я и так назвал достаточно таких вот показательных случаев. Поэтому, если мы говорим, что в здоровом теле здоровый дух, мы должны понимать, что спорт не должен быть сверхценной идеей. Если человек будет с фанатизмом заниматься спортом, то такой может стать инвалидом или умереть. На это можно легко сказать, что заставив дурака Богу молиться, он уло прошибет. Однако спорт все-таки это что-то профессиональное. Спортом профессионально занимаются люди, чтобы не стать здоровее, а чтобы именно заработать на этом деньги. Поэтому вы должны четко понимать, ради чего вы пришли в спорт. Или вы пришли в спорт ради физической культуры, чтобы стать здоровее, или вы пришли в спорт ради того, чтобы работать спортивные достижения, а к нему еще и звания, и статус, деньги, ну и так далее. Может и можно какое-то время совмещать эти две идеи: зарабатывание денег и попытку стать крепче и сильнее. Но в итоге нужно будет сделать выбор. На мое сугубо личное мнение, которое может быть неверным, но на двух стульях тут не усидеть. Поэтому либо ты выбираешь это как вспомогательное, либо ты выбираешь это как основное. Далее мы поговорим по обратной стороне спорта, как раз таки про околохимию в спорте, поговорим про наркоманию, алкоголизм в спорте, и потом затронем, что же будет, как говорится, спортсменам, когда они понимают, что, например, спорт это в жизни не главное, куда они в итоге идут.